Часть первая. Задержка. 14 сотых секунды. Именно столько, я проверил трижды, отматывая видео кадр за кадром, мое отражение запаздывало за мной. Я поднимал руку, кадр 1. Отражение поднимало руку, кадр 34. При съемке в 240 кадров в секунду это ровно 0,142 секунды. Я округлил. Я Виктор Сергеевич Громов, 34 года, системный администратор серверного кластера в транспортной компании. Я привык к точным числам. У меня нет привычки видеть то, чего нет. 10 лет в машинных залах отучают от этого. У серверов нет воображения, у баз данных нет настроения. Аномалия – это то, что выходит за допуск. 14 сотых секунды – это аномалия. Это число. Оно воспроизводилось каждое утро. Начну именно с зеркала. Оно висело в ванной еще до меня. Большое, в деревянной рамке, покрашенной белой краской. Краска пошла пузырями у нижнего края, там, где скапливается влага после душа. По краям стекла характерный зеленоватый оттенок, который бывает только у старых советских зеркал. Ни гниль, ни плесень, просто время, въевшееся в амальгаму. Над зеркалом одна флуоресцентная лампа на длинном патроне. По утрам мигает несколько секунд, прежде чем выйти на рабочий режим. Я собирался ее поменять с марта. Это не было мое зеркало. Оно осталось от предыдущей жизни, от 4 лет вместе с Настей, Анастасией Руслановной, сейчас снова Мироновой. Когда она уходила, прошлой осенью, без громких слов, с котом Мурзиком и обеденным столом, я спросил, не хочет ли она взять зеркало. Она сказала: «Нет, оно прибито, оставь». И я оставил. Я всегда оставлял то, что было прибито. Настя уходила с формулировкой: «Ты всегда где-то в другом месте, Витя. Я устал разговаривать с человеком, которого нет рядом». Я не нашел, что возразить. Не потому, что она ошибалась, а потому, что я не был уверен в противоположном. За стеклом. Это ее слово, за стеклом. Она говорила: «Ты со мной, но за стеклом. Я слышу тебя, я вижу тебя, но пройти насквозь нельзя». Я думал тогда, это ее метафора, ее способ описать мою замкнутость. Теперь я думаю иначе. Я работаю в транспортной компании. Серверный кластер на 160 машин, 3 площадки, одна из которых в другом городе, мониторинг круглосуточный. Большую часть рабочего дня я провожу в машинном зале или за 3 мониторами с дашбордом. Это место, где все точно. Каждый сервер либо работает, либо нет. Каждый сигнал либо пришел, либо не пришел. Серые зоны бывают, но ненадолго, пока не разобрался. Я привык к такой точности. Принес ее домой, в распорядок, в таблицы, в ежедневник с заметками. Настя говорила: «Ты ведешь себя дома, как дежурный по смене». Я думал, что это комплимент. Может, так и было. Дежурный по смене, он всегда здесь, всегда смотрит на мониторы. Но это не значит, что он присутствует. Это значит, что он несет вахту. Первый раз я заметил это в понедельник, в начале ноября. Утро, 7:15, ванная. Я чистил зубы, обычная последовательность. 2 минуты, круговые движения, начиная с верхних жевательных. Когда закончил и нагнулся над раковиной, мое отражение нагнулось с паузой. Ровно на долю секунды позже. Незаметно глазу, но ощутимо. Как субтитры, которые чуть отстают от звука. Текст уже на экране, но губы еще не сказали. Я распрямился. Отражение распрямилось. Нормально. Сделал несколько движений, рукой, головой. Все синхронно. Решил, показалось. Усталость, ранний подъем, лампа мигала дольше обычного. Пошел на работу. Во вторник снова. В среду снова. Достаточно, чтобы перестать списывать на усталость. На 5-й день я взял телефон в ванную. Я снял 3 минуты в режиме замедленной съемки. 240 кадров в секунду, телефон прижат к стене справа, объектив на зеркало.
Пришел домой, сел в кресло, открыл видео на ноутбуке. Начал отматывать кадр за кадром. Потом пересмотрел. Потом еще раз. 14 сотых секунды. Устойчиво, воспроизводимо в каждом движении. Я открыл Excel. Создал таблицу. Дата, день наблюдения, задержка в сотых, примечания. Это был правильный первый шаг. Когда не понимаешь природу аномалии, начинаешь документирование. День 1 – 14. День 2 – 14. День 3 – 14. День 4 – 14. День 5 – 14. Одно и то же число. Устойчивое, как константа. Я закрыл ноутбук и долго смотрел на стену напротив. Живу я один с прошлой осени. Распорядок простой. Будильник в 6:45, кофе стоя у окна, работа, 9 часов у серверной стойки или за мониторами, домой между 18:30 и 19:00. Еда, гречка, макароны, иногда пельмени, ноутбук или книга. В 23:00 ложусь. Квартира небольшая, хрущевка на улице Труда, 6-й этаж. После того, как Настя забрала свое, стол, кот, картины, осталось много тихого пространства. Светлые прямоугольники на обоях, где висели ее картины. Один стул у кухонного стола, второй я так и не купил. Я привык к этому пространству. Оно было удобным, предсказуемым. Зеркало было частью этого пространства, функциональным предметом, не больше. До ноября. Еще вот что важно. Я не добавил в первую запись таблицы, счел незначительным. Когда я был маленьким, лет 5 или 6, мама точно помнит, я смутно, как помнят ощущения, не события. Я боялся зеркал. Не всех, именно нашего, большого, в коридоре, от пола почти до потолка. Я не мог пройти мимо него ночью, не мог объяснить почему. Просто там что-то было, за стеклом. Что-то, что двигалось вместе со мной, но не было мной. Мама говорила: «Витя, это просто ты, твое отражение». Я отвечал: «Нет, там кто-то другой». Она смеялась, потому что ребенку 6 лет можно не верить. Дети видят то, что взрослые объяснили себе как нереальное. Потом я перестал говорить об этом, перестал думать. В школу пошел. Выяснилось, что зеркала — это физика, отражение света, ничего лишнего. Я принял это. Я всегда принимал объяснения, у которых было доказательство. Потом вырос, забыл. Или решил, что это детские выдумки, и перестал обращать внимание. 28 лет я не думал об этом. 14 сотых секунды. Квартира, в которой я живу, хрущевка 1965 года постройки. Это важно. Здесь есть особая акустика пустоты. Стены тонкие, слышно соседей справа, слышно, как работает лифт. Я привык к этому фону. Он создавал ощущение, что кто-то рядом, хотя никого не было. После развода я переставил мебель. Убрал Настин прикроватный столик, сдвинул книжную полку к другой стене. Квартира стала немного другой. Не лучше, не хуже, просто моей. Без второй зубной щетки у раковины, без ее шампуня на полке в душе. Зеркало я не тронул. Оно было там, где было. Я к нему привык. Был еще один человек, который говорил что-то похожее на Настина «за стеклом», только другими словами. Мой отец. Говорил маме, я слышал случайно: «Витька наш в себе. Умный парень, но в себе». Без осуждения, просто наблюдение. В себе, за стеклом, в фоновом режиме, где-то в другом месте. Разные люди, которые не знали друг друга. Разные слова. Одно описание, одна жизнь. 34 года, и все говорили одно и то же. Я жил с этим как с характером. Такой человек, замкнутый, необщительный. Ярлык, который берешь однажды и перестаешь проверять.
Теперь я думал, а что если это не характер? Что если это было расстояние, конкретное, физическое, измеримое? Что если между мной и всем остальным миром всегда было что-то, тонкое, прозрачное, незаметное, и только в ноябре это что-то дало о себе знать единственным способом, которым могло – задержкой в 14 секунды. Часть 2. Улыбка. Ты смотришь в экран прямо сейчас. Подпишись, поставь лайк. Улыбка уже есть, просто ты еще не смотрел. Напиши в комментариях, ты слушаешь один? На 8-й день я снова измерил. Задержка выросла до 16 сотых. Это было новым. До сих пор она держалась на одном числе. Стабильная аномалия, которую можно внести в таблицу и мониторить. Но нарастающая аномалия – это другое. Нарастающая аномалия движется куда-то. День 8 – 16. День 10 – 17. День 12 – 18. День 14 – 20. Я вел таблицу каждое утро. Это давало ощущение контроля. Пусть я не понимал природу, но я фиксировал. Системный администратор в такой ситуации делает именно это. Документирует, пока не появится гипотеза. Гипотеза не появлялась. Я погуглил. Задержка зеркала. Optical lag. Mirror Delay Reflection. Нашел статьи об иллюзиях восприятия. Ни одна не описывала нарастающую, воспроизводимую задержку. Нашел форум, где кто-то описывал похожее. Ему ответили: диссоциация при стрессе. Я не испытывал стресса сверхобычного. Нашел научную статью о физике зеркального отражения. Скорость света такова, что задержка измеряется в аттосекундах, в миллиард раз меньше, чем я фиксировал. То, что происходило со мной, физика не объясняла. На 13-й день я провел еще один эксперимент. Поставил телефон на полку напротив зеркала. Объектив на меня, я смотрю в зеркало. И снял 3 минуты. Потом сравнил, что делает отражение в зеркале, что показывает объектив. Объектив не видел задержки, ни в одном кадре. Я поднимал руку, в записи с телефона рука и отражение двигались одновременно. Я сидел над этим результатом 20 минут. Задержка существует только для живого взгляда. Объектив не видит, только я. Если это иллюзия, она устойчивая, воспроизводимая и нарастающая. Таких иллюзий я не знаю. Если это не иллюзия, значит это в том слое реальности, который камера не захватывает, доступном только прямому взгляду. Я записал в таблице отдельной строкой. Камера не фиксирует, только прямое наблюдение. Подчеркнул. И подумал. Есть процессы, которые не оставляют следов в логах. Нет записи, нет события. Но событие при этом происходит. Просто снаружи его не видно. Это первый раз в жизни, когда я был системой, которую нельзя продиагностировать снаружи. Между 12 и 17 днем задержка нарастала ровно, по 1,2 сотых в 2-3 дня. Предсказуемый рост, паттерн без скачков. Я мог бы принять это, занести в таблицу и жить дальше. Не мог. Потому что если что-то растет, оно куда-то движется. И я хотел знать куда. На 17-й день соседка Галина Ивановна остановила меня в подъезде. Ей за 70. Живет напротив с 84-го года. Это она сама сказала однажды, когда мы ждали лифт. У нее 3 кота, и она называет их Барсик 1, Барсик 2 и Барсик 3, последовательно, как версии прошивки. «Виктор», — сказала она, — «вы стригли волосы?» «Нет». Она смотрела на меня с таким выражением, с каким смотрят на что-то, что знакомо, но не совсем. «Что-то изменилось», — сказала она. «Не могу понять, что. Выглядите иначе». Я сказал: «Может, просто выспался?» Она покачала головой и ушла. Это был первый раз, когда мне говорили иначе. Не последний. Я тогда не знал, что не последний. Но именно так и получилось. 5 разных людей за 1 месяц.
Кухонное окно. Это было на 18-й день, вечером. Я стоял у плиты, кипятил воду. Поднял взгляд. За темным стеклом ноябрьский двор. Фонари, машины, чья-то фигура у подъезда напротив. И я сам, отражение. Силуэт на фоне освещенной кухни. Отражение улыбалось. Не широко, не гримасой. Тихое, небольшое движение уголков рта. Именно такое, которое бывает у человека, который что-то знает и решил пока не говорить. Я не улыбался. Я думал о том, что нужно купить гречку. Лицо у меня было нейтральным. Лицо человека, который стоит у плиты и ждет, пока закипит вода. Я выключил верхний свет на кухне. Темнота снаружи сравнялась с темнотой внутри. Отражение исчезло. Постоял несколько секунд. Потом снова включил свет. В темном стекле только ночное небо и огни в соседних домах. Мое отражение вернулось, нейтральное, без улыбки. Я пошел в ванную. Встал под флуоресцентную лампу. Посмотрел на свое лицо. Нейтральное. Я стоял перед зеркалом и делал контрольные движения. Поднимал руку, поворачивал голову. Задержка в этот вечер была 21/100. Все остальное синхронно. Лег спать. Не вписал улыбку в таблицу. Убедил себя. Кривое стекло. Усталость. Эффект освещения. Это была ошибка. Ошибка не в том, что я не записал. Ошибка в том, что я позволил себе не записать, потому что не хотел, чтобы это стало частью документации. Потому что пока это не в таблице, это не факт. Это просто привиделось. Системный администратор знает, самая опасная запись в логе – та, которую кто-то решил не делать. Я знал и все равно не записал. Через 3 дня я выключил телевизор. Я смотрел новости, поел, выключил пультом. Встал с дивана, чтобы отнести тарелку на кухню. В темном экране телевизора мое отражение. Я стою. Отражение стоит. Потом я пошел на кухню. Отражение в темном экране осталось сидеть. Я развернулся. Смотрел на экран с расстояния 3 метров. Темно-серый экран. В нем я, сидящий на диване с тарелкой на коленях. Я в тот момент стоял у двери в кухню. Держал пустые руки. Прошло 2 секунды. 3. На 4-е отражение встало. Медленно, как встает тот, кого разбудили. Поставила тарелку. Пошло в сторону кухни. Я стоял неподвижно еще несколько секунд. Потом повернулся к телевизору спиной и пошел мыть тарелку. Вода из-под крана была холодной. Я не стал ждать, пока прогреется. Телевизор той ночью я повернул экраном к стене. В таблицу записал: день 21, телевизор, отражение с задержкой от 3 до 4 секунд, несовпадение положения тела. Я остановился, потому что несовпадение положения тела – это технически точная формулировка. Но то, что я видел, было не несовпадением. Отражение сидело там, где я только что сидел. Оно повторяло мои прошлые движения с задержкой, теперь уже в несколько секунд. Это не задержка, это память. Как будто в зеркале хранится то, что я только что делал, и воспроизводит с опозданием. Или это не воспроизведение, это собственное решение, собственный темп. Я закрыл таблицу. Это был первый раз, когда я не знал, какой столбец добавить для нового наблюдения. Задержка в сотых – это одна переменная. Собственное решение – это другая. Для нее нет числа. Часть 3. Поверхности. Я провел инвентаризацию. Сел за кухонный стол с листом бумаги, написал сверху «отражающие поверхности» и начал записывать. Не потому, что это помогало, я это знал. Просто нужно было что-то делать с руками. Зеркало в ванной. Зеркало в коридоре, маленькое, овальное, Настина, она его забыла. Кухонное окно ночью. Телевизор выключенный. Металлический чайник. Стекло в фоторамке на полке. Там родители, снимок 2019 года. Дверца микроволновки. Телефон, когда экран темный. Ноутбук.
12 поверхностей, на которых появляется нечто, называющее себя мной. Я начал убирать их по одной. Телевизор повернул к стене еще 3 дня назад. Зеркало в коридоре снял с крючка, поставил в кладовку лицом к стене. Фотографию родителей убрал в ящик. Микроволновку сдвинул дверцей к стене. Кухонное окно закрыл светонепроницаемой тканью. Оставались ванная, чайник, телефон, ноутбук. С телефоном и ноутбуком я ничего не мог сделать. Работа. С чайником мог. Это случилось на 22-й день. Я ставил воду кипятиться, стоял у плиты. Повернулся к холодильнику достать молоко. Несколько секунд стоял спиной к чайнику. Взял молоко. Повернулся обратно. Чайник стоял на конфорке. Вода еще не кипела. Все нормально. Только в выпуклой металлической поверхности чайника, в этом рыбьем глазу, который отражает всю кухню, уменьшенную и искаженную, мое отражение стояло не у плиты. Оно стояло у двери, за моей спиной. Я не двигался, смотрел на чайник. Маленький, искаженный, с большой головой. Виктор стоял у двери и смотрел мне в спину. Именно туда, в то место, где находился затылок. Потом, медленно, за 3 или 4 секунды, отражение начало двигаться. К плите. Ко мне. Шло именно так, как хожу я. Я знаю свою походку. И заняло место у конфорки. Теперь мы снова совпадали. Я стоял и смотрел на чайник еще долю секунды. Маленькое, выпуклое, искаженное отражение. У конфорки, как полагается. Все правильно. Только 30 секунд назад оно стояло у меня за спиной. Я выключил газ. Не стал дожидаться кипения. Купил на следующий день новый электрический чайник. Пластиковый, матовый, который не отражает ничего. Старый убрал в кладовку. Оставалась ванная. Зеркало в ванной я не мог убрать. Оно было прибито к стене на 2 шурупах и приклеено по периметру к кафелю. Снять означало бы разбить или оторвать плитку. Я мог это сделать, но делать это казалось чем-то необратимым, чем-то, после чего уже не скажешь себе, что все в порядке. Я начал пользоваться ванной только с ночником, маленьким, оранжевым, у розетки у пола. При таком свете зеркало почти не работало. Тень, контур, примерное расположение лица. Этого было достаточно, чтобы умыться. Это работало 3 дня. На 4-й я пришел домой после ночной смены. Нас вызвали на аварийную замену узла кластера. Я закончил в 2 ночи, потом час в такси, голова была набита ватой. Зашел в ванную и включил флуоресцентную лампу. Машинально, не подумал. Встал перед зеркалом, умывался. Вода холодная, не стал ждать. Смотрел на свое лицо, усталое, с синяками под глазами, с 2-дневной щетиной. Потом опустил полотенце. Отражение улыбалось. Не так, как в кухонном окне, где могло быть искажение стекла, могло быть игра теней. Прямо, в флуоресцентном свете, в 40 сантиметрах от меня, в зеркале с зеленоватым советским краем. Мое лицо, моя улыбка. Я держал полотенце в руках, считал секунды. 1, 2, 3, 4. Улыбка не исчезала. 5, 6. Потом исчезла. Лицо вернулось к нейтральному. Задержка, 28 сотых по последнему замеру, сделала свое дело. Я вышел из ванной. Лег спать не раздеваясь, прямо в рабочей одежде, поверх одеяла. Заснул в 4:03. Будильник в 6:45. За несколько дней до этого, на 20-й или 21-й день, я немного сбился со счетом. Я стоял у комнатного окна в 1 ночи. Не мог спать. Встал, прошел в комнату, остановился у окна. За стеклом Ноябрьский двор. Фонарь на углу, несколько припаркованных машин, мокрый асфальт. Темнота такая плотная, что даже свет фонаря не доходит до дальнего края двора. В оконном стекле мое отражение. Полупрозрачное, на фоне слабо освещенного двора. Контур, силуэт, примерное расположение лица.
Я поднял руку. Контур поднял руку. После паузы задержка в этот момент была около 25 сотых. Я стоял неподвижно, считал про себя секунды. Контур тоже стоял. На 120-й секунде контур повернул голову. Я свою голову не поворачивал. Я смотрел на контур в оконном стекле. Смотрел туда, куда повернулась голова. В том направлении, в дальнем углу двора, где не доставал фонарь, была темнота. Только темнота. Контур держал голову повернутой еще несколько секунд. Потом выпрямился. Я стоял еще минуты 3. Не двигался. Не поворачивал голову. Потом вернулся в постель. Лежал с открытыми глазами. Думал. Отражение смотрело на что-то в темном углу двора. Что-то, чего я не видел. Или не хотел видеть. Или оно просто двигалось само. Без причины. Просто потому что могло. Мне не было известно, какой из этих вариантов хуже. Я провел перед зеркалом еще 20 минут в ту ночь. При полном свете, с телефоном как секундомером. Делал движения, наблюдал. Задержка была 28 сотых. Ничего нового. Никакой улыбки, никаких самостоятельных движений. Только я и отражение. Смотрим друг на друга. В какой-то момент я поймал себя на следующем. Я смотрел на отражение, как на отдельного человека. Не как на собственное зеркальное изображение. Как на кого-то, кто стоит напротив. Кто смотрит на меня изучающе. Кто ждет, пока я что-то сделаю. Я убрал это наблюдение из головы. Пошел ложиться спать. В ту ночь, между тем, как я лег, и тем, как заснул, я лежал в темноте и думал о детском страхе перед зеркалом. Я помнил это ощущение, не образ, именно ощущение, что там за стеклом есть кто-то, кто движется вместе со мной, но не я, кто смотрит из-за стекла наружу, туда, где я, и ждет. Чего ждет, в 6 лет я бы не смог ответить. Сейчас, в 34, я думал, может быть, оно всегда там и было, всю жизнь. Просто я перестал замечать, потому что вырос, потому что это детские выдумки, потому что взрослые люди не боятся своего отражения. А оно ждало. Часть 4. Мои слова. На 28-й день задержка исчезла. Я заметил это не сразу, у меня была неделя, когда я старался как можно реже стоять перед зеркалом при полном свете. Когда зашел снова и посмотрел внимательно, задержки не было. Я поднимал руку, отражение поднимало руку одновременно. Я моргал, оно моргало. Синхронно, как должно быть. Как должно было быть с самого начала. Я стоял перед зеркалом долго, ждал. Ничего. Это должно было меня успокоить, не успокоило. Потому что я уже знал, когда аномальный процесс завершает фазу, начинается следующее. Задержка шла к нулю не случайно, она шла к чему-то, к синхронизации, точной, идеальной, после которой что? Я стоял перед зеркалом, 7 дней без задержки, 7 дней, когда я каждое утро тщательно проверял и думал, что значит «нормально». Раньше нормально означало «задержки нет», теперь нормально вернулось. Но нормально после 4 недель аномалии – это не то же самое нормально, что было до. Я провел несколько вечеров за таблицей, перечитывал все записи, смотрел на паттерн. День от 1 до 5 – задержка 14 сотых, константа. День от 8 до 24 – нарастание, от 16 до 28 сотых. День 18 – первая улыбка в кухонном окне. День 21 – телевизор, задержка от 3 до 4 секунд, несовпадение положения. День от 20 до 21 – ночное окно, самостоятельное движение головы. День 22 – чайник, отражение за спиной. День от 23 до 28 – исчезновение задержки. Это была кривая, нарастание, плато, синхронизация. В нарастании задержка росла, отражение запаздывало все сильнее, как будто накапливало что-то. В синхронизации задержка исчезла, отражение перестало запаздывать, стало точным. Я думал, что происходит в процессе синхронизации, что значит отражение догоняет меня до нуля. Не нашел ответа.
Занес в таблицу последнюю строку. День 28, задержка 0, синхронизация. Поставил жирный шрифт. Потом сидел и смотрел на эту таблицу. 30 строк. Месяц жизни в столбцах. Я думал, если бы я рассказал Антону, нормальному человеку с домашними бутербродами, что бы он сказал? Наверное, иди к врачу, Витя, стресс после развода. Живешь один, работаешь много, ложись спать раньше. Он был бы прав по форме, по содержанию нет. Потому что у меня была таблица. 30 строк, устойчивые числа, воспроизводимые результаты. И таблица не спрашивала, верю ли я в нее. Она просто существовала. Она просто была правдой. И я смотрел в эту таблицу, на последнюю строку с жирным шрифтом, и думал, что будет следующим. Антон, мой коллега, он занимается сетевым сегментом. Большой, тихий человек, всегда с домашними бутербродами в контейнере. Поймал меня в коридоре у кофемашины. «Витя», — сказал он, — «можно личный вопрос?» «Давай». «Ты в порядке? Не в рабочем смысле. Вообще». Я налил кофе. Подумал. «Да, почему спрашиваешь?» Антон смотрел на меня чуть дольше, чем обычно. У него нет привычки затягивать паузы. «Просто ты изменился за последние недели. Неплохо, но иначе. Ты стал более здесь. Раньше ты присутствовал, но как будто в фоновом режиме. А теперь нет. Теперь ты прямо здесь». Он взял свой стакан. «Мы работаем вместе 2 года. Я привык к тебе в фоновом режиме. Теперь привыкаю к другому». «Хорошо это или плохо?» – спросил я. «Хорошо», – сказал он. Помолчал. «Просто немного непривычно, как будто ты другой человек». Я сказал. «Наверное, высыпаться стал». Антон кивнул, но по выражению лица я понял. Он не принял этот ответ. Он вежливо его принял. Это разные вещи. Прямо здесь. Другой человек. Я сидел за рабочим местом и думал об этом. Антон не из тех, кто говорит, что попало. Если он говорит непривычно, значит есть что-то конкретное, что изменилось, что-то наблюдаемое. Я думал, что именно он видит. Что видит Настя, что видит мама, что видит Дима. Они все смотрят снаружи, а я изнутри. И изнутри все то же самое, что всегда. Или я просто не знаю, чем то же самое отличается от другого. Вечером позвонил Насте. Не по делу. Мы редко разговаривали после развода, только о документах или о коте. Но я хотел услышать голос человека, который давно меня знал. Кого-то, у кого есть мерка, каким я был до ноября. Она взяла трубку на 3-м гудке. «Все нормально?» – спросила она, потому что звонок без повода был нестандартным. «Да, просто так». Мы разговаривали около 20 минут. Ее новая работа, маркетинг, ей нравится. Мурзик поправился после инфекции уха. Я рассказал про ночную смену. Ничего важного. Потом она сказала: «Витя, ты сейчас звучишь иначе». «Иначе как?» Она помолчала. «Когда мы жили вместе, ты всегда звучал как человек, который параллельно думает о чем-то другом. Я разговаривала с тобой и чувствовала. Половина тебя где-то еще. Я с этим смирилась, потому что думала, это просто ты». Еще пауза. «А сейчас ты целиком на телефоне. Все твое внимание здесь. Это странно слышать после стольких лет». «Хорошо это или плохо?» – спросил я. «Хорошо», – сказала она. «Наверное, хорошо». И добавила тихо. «Жаль, что раньше не было так». Мы попрощались. Я положил трубку. «Галина Ивановна, что-то изменилось. Антон, прямо здесь. Настя, целиком здесь. 3 человека, 3 недели. Все к лучшему. Я ничего не делал специально. Я не работал над собой, не менял привычки, не ходил к психологу. Я просто жил в квартире, из которой убирал зеркала одно за другим, и в остальном жил как обычно. Что-то менялось без моего участия. Той ночью я не мог спать, было около 2, я встал и зашел в ванную. Не специально, просто встал попить воды и оказался у двери ванной. Постоял, потом зашел. Включил флуоресцентную лампу, встал перед зеркалом. Поставил на телефоне таймер, чтобы не терять счет времени.
Мы стояли, я и отражение, и смотрели друг на друга. Я следил за собой. Лицо нейтральное, руки опущены, плечи ровно. Делал контрольные движения каждые 20 секунд. Поднять правую руку, опустить, повернуть голову, наклонить. Все синхронно, никакой задержки, никаких отклонений. 3 минуты 20 секунд. Я думал, это все. Синхронизация полная, аномалия закончилась. Нет задержки, нет улыбок, нет самостоятельных движений. Просто зеркало, просто отражение, как было до ноября. Я уже почти отпустил таймер. Потом я не двигал губами, я в этом уверен. Отражение открыло рот. Медленно, как открывают рот перед тем, как сказать что-то важное. Я смотрел на губы в зеркале и пытался читать. Я знаю форму каждой буквы, которую произносят мои губы. Я смотрел в зеркало 34 года. Я должен был узнать это с первого раза. Я не узнал. Губы двигались четко, намеренно, по одному слогу. 2 слога, может 3. Я смотрел и не мог прочитать. Это было мое лицо, мои губы, форма рта, которую я видел каждое утро, и я не мог разобрать, что они говорили. Это оказалось страшнее любого слова, страшнее, чем если бы я прочитал что-то конкретное и ужасное, потому что конкретное и ужасное – это хотя бы что-то. Это можно взять, рассмотреть, записать в таблицу, построить гипотезу. А вот это – собственные губы, собственный рот, форму которого я видел 1000 раз и не узнал. Это нельзя записать, потому что если я не узнаю свои собственные губы, то что я вообще знаю о себе наверняка? Я стоял перед зеркалом, губы в отражении замолчали. Отражение смотрело на меня, спокойно, без выражения. Мы смотрели друг на друга еще несколько секунд. Я думал, я смотрю в зеркало 34 года. Я чищу зубы перед ним каждое утро. Я бреюсь. Я смотрел в это стекло 1000 раз, и я только что не узнал собственный рот. Я не помню, как рука ударила по зеркалу. Это произошло раньше, чем я успел принять решение. Кулак, стекло, треск. Несколько крупных кусков упали в раковину с тупым стеклянным звуком. Один кусок на пол. Рука кровила из 3 мест, неглубоко. Я промыл под холодной водой, замотал бинтом из аптечки под раковиной. Смотрел на разбитое зеркало. Деревянная рамка с облупившейся белой краской цела. Внутри осколки по краям, держащиеся на старой мастике. Зеленоватый советский край уцелел. В центре пустота. Собрал осколки в мусорный пакет. Повесил на рамку полотенце. Было 2:38 ночи. Глубокий ноябрь. Часть 5. Живые. 3 дня после зеркала я жил без него. Умывался над раковиной по памяти, я знал свое лицо, знал где что. Один раз порезался при бритье, кровило минут 5. Это было неудобно. Зеркало – функциональный предмет, мне оно нужно. Я мог купить новое, маленькое, дешевое, повесить на крючок. Я не купил. Понял это на 2-й день и не удивился себе. Не куплю. Не потому что боюсь, я говорил себе именно это, а потому что если повешу новое зеркало, мне придется снова смотреть. И я не знал, что увижу в следующий раз. Купил новый маленький телефон, 2-й, только для себя. Включил, открыл камеру, сфотографировал себя 8 раз подряд. Сел у окна, долго смотрел на снимки. Свое лицо. Левый глаз чуть выше правого, так с рождения. Шрам на подбородке, велосипед, 9 лет, асфальт. Брови чуть нависают у переносицы, когда думаю. Все на месте. Разница была, но не в деталях. В чем-то еще, чему у меня не было имени. Я открыл галерею на старом телефоне. Нашел корпоративное фото 2-месячной давности. Антон снимал, мы стояли у входа в офис. На том фото Виктор смотрит чуть мимо камеры, на несколько градусов в сторону. На сегодняшних снимках прямо, в объектив.
туда, куда смотришь. Я закрыл галерею. На работе в тот день Дима с 3-го отдела остановил меня после совещания. «Виктор, хорошо выступил сегодня. Уверенно?» «Спасибо. Раньше ты немного в сторону смотрел, когда говорил, а сегодня прямо на людей. По-другому совсем». Он ушел. Я стоял в коридоре с пустым стаканом. «Раньше ты немного в сторону смотрел». Я не знал этого про себя. Это было что-то, что видели другие, но не я. Зашел в туалет, помыл руки, поднял взгляд на зеркало над умывальниками. Свое лицо, усталые глаза, щетина. Я мыл руки. Отражение мыло руки. Потом я опустил взгляд в раковину, смотреть, смылось ли мыло, и в этот момент почувствовал. Что-то произошло там, пока я не смотрел. Движение в периферии, которое я не успел увидеть. Поднял взгляд быстро. Отражение смотрело на меня. Спокойно. Ничего. Я вытер руки, вышел. Сел за рабочее место. Открыл ноутбук. В темной части экрана свое отражение. Смутное на фоне рабочего стола. Смотрит. Я открыл рабочий файл и начал работать. Вечером зашел к родителям. Не планировал, просто их дом был по пути. Позвонил, они открыли, обрадовались. Мама разогрела суп. Отец рассказывал про книгу. Мы сидели за круглым столом, горела люстра, пахло борщом и хлебом. Мама смотрела на меня. Не пристально, она наблюдательная, это другое. Тихо, терпеливо. С детства я знал это ее выражение. Она что-то видит и ждет, пока поймет точно. После ужина мыли посуду вдвоем. Отец ушел к телевизору. «Витя», — сказала она, — «спрошу кое-что. Ты не обижайся». «Спрашивай». Она протирала тарелку медленнее, чем нужно. «Ты изменился за последние недели». Она говорила как человек, который давно сформулировал это про себя и теперь наконец произносит вслух. «Неплохо, но изменился. Ты раньше был немного за стеклом. Понимаешь, о чем я? Вот рядом человек, а между вами стекло. Ты слышишь, видишь, отвечаешь, но пройти насквозь нельзя. А сейчас нет этого стекла». Я молчал. «Мам», — сказал я осторожно, — «я выгляжу иначе?» Она посмотрела на меня, внимательно, как смотрят на что-то конкретное, что пытаются назвать. «Нет, ты выглядишь как ты, просто...» Она остановилась. «Ты маленьким был, лет 6. Помнишь, у нас в коридоре стояло большое зеркало, напольное, почти до потолка?» «Помню. Ты к нему подходил, садился на пол прямо перед ним и сидел подолгу. Я думала, играешь. Потом однажды спросила тебя, что ты там делаешь? Ты сказал...» Она улыбнулась, но не весело, а как-то озадаченно. «Ты сказал, смотрю, когда оно моргнет первым». Я тогда засмеялась. Детская фантазия. Я держал блюдце в руках, не отвечал. «Витя», — сказала она, — «ты в порядке?» «Да», — сказал я, — «все нормально». Мы домыли посуду. Я посидел еще немного, потом попрощался и уехал. Смотрю, когда оно моргнет первым. Мне было 6 лет. Я сидел на холодном полу в коридоре и ждал, пока отражение моргнет раньше меня. Пока докажет, что оно отдельное. Потом мне объяснили, что зеркала так не работают, что это физически невозможно, что это детские выдумки. Я поверил. 28 лет. В трамвае домой я сидел у окна и думал. 3 человека за месяц сказали «за стеклом». Настя, это ее формулировка, она так говорила и раньше, я думал, это про характер. Мама, она никогда не использовала этого выражения до сегодняшнего вечера, я запомнил бы. Антон в фоновом режиме. За стеклом. Фоновый режим. Не до конца здесь. Всю жизнь. И теперь стекло исчезло. Я не убирал никакого стекла. Я не работал над собой. Я разбил зеркало. Физически, кулаком, в 2:38 ночи. И после этого стекло исчезло. Я смотрел в темное окно трамвая. В нем мое отражение. Сидит так же, как я, смотрит туда же. Я поднял руку. Медленно.
намеренно. Отражение подняло руку. Одновременно. Я опустил. Одновременно. Я сидел с этим. 3 остановки. 4. Ничего лишнего. Просто я и мое отражение в темном стекле трамвая. Синхронно. Как должно быть. Я отвернулся. Смотрел вперед. Чужие затылки, реклама над дверью, мокрый асфальт за лобовым стеклом. Думал. Настя говорила за стеклом в метафорическом смысле. Она имела в виду «ты закрытый, ты дистанцированный». Это про психологию, не про физику. Но теперь я думал иначе. Что если это не метафора? Что если есть стекло, настоящее, физическое, между мной и тем местом, где должен быть я, между мной и собой? И всю жизнь я жил по одну сторону, а смотрел на другую. Думал, что я здесь, а на самом деле здесь было отражение. И в ноябре что-то изменилось. Я не знал точно что. Знал только кулак в 2:38 ночи, разбитое зеркало, осколки в мусорном пакете. И после этого все говорят, что стекла нет. Я смотрел в темное стекло трамвайного окна, свое отражение. Смотрит на меня, синхронно, как должно быть. Подумал, если стекло разбилось, кто вышел наружу? Не нашел ответа. Или нашел, но не захотел произносить его даже про себя. Трамвай дернулся на стыке рельс, остановился у моей остановки. Я встал, вышел. Шел домой пешком, 5 минут через двор. Ноябрь, мокрый асфальт, редкие фонари. Под ногами листья, прибитые к асфальту дождем. Лужи отражали желтый свет фонарей. В одной мое перевернутое отражение, размытое, дрожащее от ветра. Я наступил на него. Лужа расступилась, отражение разошлось кругами. Потом успокоилось. Я прошел дальше. На лестничной площадке зеркало у лифта. Маленькое, металлическое, давно не мытое. Я проходил мимо него каждый день. Сейчас остановился. Свое лицо. Усталое, в тусклом свете лестницы. Я стоял секунд 5. Ничего. Нажал кнопку лифта. Поехал наверх. Дома я не включал свет. Сел на диван в темноте. Сидел долго. За окном ноябрь, редкие фонари. Где-то внизу прошел трамвай, звякнул. Потом встал, зашел в ванную. Включил флуоресцентную лампу. Снял полотенце с пустой рамки. Пустая деревянная рамка. Краска облупилась у нижнего края, там, где всегда была влага. Осколки стекла по краям, приклеенные мастикой, поймали свет, и я отвернулся. В центре рамки стена, желтый кафель с ромбами. Один ромб треснут по диагонали. Я никогда раньше этого не замечал. 34 года смотрел в это зеркало и не видел. Видел только себя, только свое отражение. Ничего за ним. Никакого зеркала, никакого отражения. Только кафель. Я стоял перед пустой рамкой и впервые за месяц не видел своего лица. И понял, стоя вот так, без зеркала, в флуоресцентном свете, что именно меня пугало последние 2 недели. Не улыбка в темном окне, не отражение на дне чайника, не то, что губы в зеркале двигались, а я не мог прочитать, собственный рот, собственные губы, и не мог прочитать. Меня пугало другое, что всем вокруг стало лучше, что Антон сказал прямо здесь, Настя сказала целиком здесь, мама сказала нет стекла, Дима сказал смотришь на людей. Это происходило параллельно с тем, что происходило в зеркале, одновременно, как будто это одно и то же событие, только с 2 сторон. С одной стороны, отражение начало жить, с другой стороны, окружающие перестали видеть стекло. Я стоял перед пустой рамкой и думал, а вдруг эти 2 стороны не про зеркало, вдруг они про меня. Я повесил полотенце обратно, выключил лампу, вернулся в комнату. Я повесил полотенце обратно, выключил лампу, вернулся в комнату. Сел на край кровати. Темнота, тихо. За окном редкие машины, раз в несколько минут. Где-то внизу чей-то телевизор,
почти не слышно. Я сидел и думал о рамке. О пустой деревянной рамке с облупившейся краской и зеленоватым краем. О том, что там нет стекла и значит нет отражения. Но я сидел в этой темноте и чувствовал себя здесь. Полностью. Без той фоновой рассеянности, которая всегда была частью меня, как гул сервера, который слышишь только когда он останавливается. Рассеянность остановилась. Это было хорошо. Я не знал, хорошо ли это. Лег в 23:40. Поставил будильник на 6:45, как всегда. Лежал в темноте. Обычно перед сном я прокручивал день. Что сделал, что не успел, что нужно завтра. Профессиональная привычка. Закрыть сессию, сохранить состояние. Сегодня этого не было. Просто тишина. Просто темнота. Просто я лежу в своей квартире на улице Труда, 6-й этаж, и потолок надо мной такой же, как вчера, и как год назад, и как 3 года назад, когда рядом спала Настя. Все то же, только стекла нет. Я лежал и замечал это. Замечал, что нет привычного ощущения, что часть меня где-то еще, что я думаю о чем-то параллельном, что между мной и этой комнатой расстояние. Расстояния не было, я был здесь, полностью. Потолок здесь, одеяло здесь, тишина здесь. Это было хорошо. Я не знал, хорошо ли это. Около полуночи телефон заснул на тумбочке, экран потух. Я лежал и смотрел в темноту. Потом, не знаю зачем, поднял телефон. Нажал кнопку. Экран включился. В темном стекле экрана мое отражение. Я, лежащий в темноте, смотрит. Я смотрел на него. 34 года я смотрел на свое отражение каждое утро. Знал каждую деталь. Левый глаз чуть выше, шрам на подбородке, брови у переносицы. Я думал, что знаю это лицо лучше, чем что-либо другое. Но сейчас, лежа в темноте, глядя в темный экран, я думал, откуда я знаю, что то, что я вижу в зеркале, это то, что видят другие. Я всегда видел свое отражение, только его, никогда себя снаружи. Настя видела человека за стеклом. Антон – человека в фоновом режиме. Мама – стекло между мной и миром. Теперь они говорят, что стекла нет. А я лежу здесь. Ощущаю себя здесь. Думаю, что я здесь. Но я не знаю, я сейчас на той же стороне, на которой был всегда. Или на другой. Я убрал палец. Экран погас. В темноте мое отражение в черном стекле. Секунду еще видно. Я смотрел на него эту секунду. Оно смотрело на меня. Потом темнота. Я положил телефон на тумбочку. Лежал и думал. Настя, Антон, мама, Галина Ивановна, Дима. 5 человек за месяц. Все говорили в разных словах одно и то же. Ты стал иначе. Без стекла, прямо здесь, целиком здесь. Другой человек. Непривычно. 5 человек, которые не разговаривают между собой. 5 разных наблюдений, одно направление. В серверной работе такому консенсусу доверяют больше, чем внутреннему мониторингу системы. Я – внутренний мониторинг. Я говорю, все как прежде. 5 наблюдателей снаружи говорят иначе. Я не изменился намеренно. Я не работал над собой, не ходил к психологу, не делал ничего, что меняет людей. Я просто жил в квартире, где происходило что-то с зеркалом. И в этот же период люди вокруг перестали видеть стекло между мной и ними. Я думал, может быть объяснение простое, может быть стресс от аномалии заставил меня быть внимательнее, сосредоточеннее. Прямо здесь, потому что я думал о зеркале и поэтому не уходил мыслями в сторону. Это звучало правдоподобно. Это звучало как объяснение, которое берешь именно потому, что оно правдоподобное. Не потому, что оно правда. Я думал о детском страхе. О том, как сидел на холодном полу и ждал. Смотрю, когда оно моргнет первым. Маленький Виктор знал. Что-то там есть, за стеклом. Что-то, что движется вместе со мной, но отдельно. Потом ему объяснили, что это невозможно.
И он поверил, потому что дети верят взрослым. Но что, если это не было невозможным? Что, если маленький Виктор видел точнее, чем взрослый? Закрыл глаза, заснул. И, вот что странно, в эту ночь я спал хорошо. Первый раз за месяц. Без пробуждений, без тревоги, без ночного окна с контуром, который поворачивает голову. Ровно до 6:45. Как будто что-то наконец встало на свое место. Будильник сработал. Я встал сразу, как всегда без второго будильника. Прошел на кухню, включил чайник. Встал у окна, привычно, с кружкой, глядя во двор. Ноябрь. Серое утро. Деревья без листьев. Машины, заснеженные с ночи, значит, ночью снег был, я не слышал. Дворник уже метет у подъезда, слышно щетку по асфальту. Обычное утро. Я стоял с кружкой и думал. Вчера вечером в темноте я задал себе вопрос. Кто вышел наружу, когда разбилось стекло? Сейчас, при дневном свете, стоя у окна с кофе, этот вопрос казался ночным. Из тех, что звучат весомо в 3 часа ночи и теряют смысл утром. Я здесь. Пью кофе. Сейчас поеду на работу. Все нормально. Но я поймал себя на следующем. Я думал о работе и одновременно думал о разговоре с Антоном. Раньше я не делал этого. Я думал о чем-то одном. Настя говорила, когда ты думаешь о работе, тебя нет. Это было правдой. Сейчас работа здесь, разговор с Антоном здесь, утро здесь, дворник внизу здесь. Все одновременно. Все в одном месте. Это и есть прямо здесь? Или это то, как устроено прямо здесь, когда ты уже не тот, кто был раньше? Я допил кофе. Только перед тем, как выйти из комнаты за курткой, я на секунду остановился у тумбочки. Посмотрел на темный экран телефона, лежащего лицом вниз. И не перевернул его. Просто так. Просто не захотел смотреть. Страшная история на ночь. Слушай один. Если ты дослушал до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, когда именно все изменилось. В какой день Виктора не стало, или он всегда был таким, просто не знал. Следующая история уже почти готова. Включи уведомление, она выйдет без предупреждения. Наушники, темнота, осторожно. И если сейчас, прямо сейчас, ты чувствуешь себя полностью здесь, проверь, когда это началось.